Друзья, всем привет! В этом ролике мы поговорим про то, как выбрать франшизу в 2026 году, но так, чтобы она работала долго и прибыльно, и через год не пришлось выбирать новую. Франшиз сейчас на рынке действительно много. И каждый день только в наш каталог добавляется новое. Все это потому, что услуга упаковки бизнеса под франшизу стала обыденностью. И упаковывают даже такие бизнесы, которые и года не проработали. Вообще, половина франшиз, которые вы найдете сегодня, закроется, скорее всего, через год. А половина оставшихся еще через 3 года. И этот ролик как раз про то, чтобы выбрать реально надежный и работающий бренд, который упростит и так нелегкое бремя предпринимательства. Бибос имеет право рассуждать на эту тему, потому что наша компания вообще первая в России, которая задумалась на тему оценки качества франшиз еще в 2012 году. Тогда хайп на франчайзинг только зарождался. Додо только запустили франшизу, а про Аяза Шабудинова и бизнес-молодость только начинали узнавать массы. Итак, в 2012 году мы выпустили рейтинг топ-100 франшиз в России, куда попали Баскин Роббинс, Subway, 1С, Инвитро и даже рестораны Тинькофф. И большая часть этой сотни до сих пор работает, а нашему рейтингу доверяют еще больше людей. Но доверяют они нам не потому, что мы первые, а потому что у нас всеобъемлющая методология. И о ней важно рассказать, так как она поможет вам самостоятельно проанализировать франшизы. Начнем мы с базы. Наша методология построена на 3 ключевых критериях. Первый из них – это динамика открытий новых франшиз за последние 3 года. Почему именно 3? Потому что за этот год франшиза сталкивается с большинством проблем. Падение качества услуг, бегство партнеров, саботаж конкурентов и много всего интересного. И вот если франшиза не проработала хотя бы 3 года, она в наш рейтинг не попадает. Но важно еще посмотреть на динамику роста. Бывает, компании кричат, у нас 300, 500, 1000 точек. Но вот когда они были открыты? А если в предыдущие 2 года открывалось по 200 точек, а в этом всего 20, то что-то здесь не так. Значит, модель где-то дала сбой или рынок в этой нише иссяк. Мы как раз ищем тех, кто показывает стабильный рост сети из года в год. Второй критерий, мой самый любимый, это LTV партнера, или другими словами, процент повторных открытий. Представьте ситуацию, вы купили франшизу, вложили деньги, отработали год, окупились и все нравится. Логично будет открыть еще 2 точки. Согласны? И вот это и есть как раз таки высшая форма признания. На вершине нашего рейтинга компании, где 20-30% всех новых открытий делают старые партнеры. Это отличный показатель. А если вы видите сеть, где сотни точек, но у каждого партнера там строго по 1, максимум 2 франшизы, то вот это уже повод серьезно задуматься. Почему партнеры не масштабируют бизнес, если он успешный? В нашем рейтинге такие компании на первые строчки уже не попадают. Но есть и обратная сторона медали. Это когда в сети больше 70% новых франшиз открывается действующими партнерами. Вот это уже похоже на какой-то закрытый клуб. Туда сложно попасть новичку, города заняты, самые вкусные места сначала предлагают старым партнерам. В таких сетях малый приток свежей крови, а значит и мало свежих идей и решений. Слишком высокий процент повторных открытий – это тоже плохо. И, наконец, самый непростой, но важный показатель – это динамика закрытий. Это те данные, которые компании публиковать не любят и стараются замаскировать. В этом плане продавцы франшиз находят вообще гениальные отмазки. Они называют закрытые точки релокацией, оптимизацией, ребрендингом или вообще какой-нибудь временной приостановкой работы. Но цифры не врут. И если сеть открывает 50 точек в год, но при этом 40 точек закрывает, то значит, очевидно, есть проблемы, и лучше обойти такую франшизу стороной. Мы отдаем предпочтение тем, у кого процент закрытий к общему числу точек не превышает 5-7%. Это здоровая история. Она означает, что управляющая компания
во-первых, до последнего борется за каждого партнера, а во-вторых, избирательнее относится к выбору нового. Итак, основные критерии мы разобрали, но есть и другие, не менее важные, и по ним мы пройдемся быстрее. Отношение собственных точек к франшизным. Вообще собственные точки у компании должны быть, это ее полигон. Там управляющая компания тестирует новые продукты, ошибается, теряет свои деньги и находит рабочие решения. Но если же своих точек 0 или 1, то уже вы станете подопытным кроликом, на котором будут тестировать гипотезы и делать ошибки. При этом за ваши же деньги. Чем точек больше, при этом в разных регионах, тем лучше. А вот у больших сетей от 200 франшиз наоборот. Много своих точек быть не должно, 5-10% максимум. Такие сети должны быть заинтересованы в развитии партнеров, чтобы зарабатывать с роялти и отдавать им самые лакомые места, а не забирать себе. Доступность. Это показатель того, насколько вообще франшизу просто купить. И тут могут быть два нюанса. Либо у компании уже большинство крупных городов занято и остались только маленькие, либо есть серьезный фильтр на входе. Это когда компания очень тщательно выбирает себе партнера. И вот мы отдаем приоритет таким франшизам, у которых с одной стороны много свободных перспективных территорий, но в то же время они для каждой франшизы выбирают партнера так, будто мужа для дочери. И деньги здесь далеко не на первом месте. Личность основателя. Мы смотрим на то, насколько сеть зависит от одного человека. Если бизнес держится только на личных связях или медийности владельца, то это большой риск. Вот что будет, если основатель решит уйти в другой проект или, не дай бог, попадет под санкции или давление? Ну, окей. Бизнес-система должна быть автономной. И в нашем рейтинге высокие места получают те компании, где выстроены департаменты, где есть сильный топ-менеджмент, где процессы работают как швейцарские часы, даже если основатель улетел в Арктику к оленеводам. Отзывы партнеров. Читать отзывы в интернете дело неблагодарное, 80% скорее всего будут фейковыми, половина из них куплена компанией, а вторая половина будет куплена конкурентами. Верить можно только если это видеоотзыв от реального партнера с именем и адресом, чтобы можно было прийти и убедиться на месте, что такой человек существует. Расскажите, как прошла ваша покупка? Все устраивает? Супер, спасибо. Но лучше всего запросить контакты и задать вопросы по телефону. Если компания в себе уверена, она номерами партнеров обязательно поделится. И, конечно, нужно проговорить, что важно проверять с юридической точки зрения. Тип договора. Если вам предлагают подписать договор оказания консультационных услуг или лицензионное соглашение вместо договора коммерческой концессии, то это тревожный звоночек. Потому что только договор коммерческой концессии, зарегистрированный в Роспатенте, реально защищает ваши права на бренд и технологии. Товарный знак. Вы удивитесь, но до сих пор сотни франшиз продаются без зарегистрированного товарного знака. Вы вкладываете миллионную вывеску, а через полгода приходит настоящий владелец имени и требует все демонтировать. Проверьте наличие товарного знака. Картотека арбитражных дел. Суды – это нормально для крупного бизнеса. Но важно, о чем эти суды. И если управляющая компания постоянно судится со своими же франчайзи на предмет штрафов или возвратов, то это нехорошо. Мы смотрим на количество исков и исполнительных производств. И если компания по уши в долгах или погрязла в корпоративных войнах, нам это не нужно. Ну что, друзья, мы прошлись по основным критериям. Теперь вы знаете, как мы отличаем золото от позолоты. И я приглашаю вас поставить видео на паузу и перейти по ссылке в описании на наш сайт и ознакомиться с нашим рейтингом. Топ-100 франшиз России по версии бизнес-портала BBoss. Если сравнивать рейтинг с прошлогодним, то можно увидеть, что самый большой рост показали франшизы из сферы услуг для населения. Это киберклубы, фитнес-клубы, автосервисы, салоны красоты. Вот, кстати, киберклубы начали этот рост еще в 2023 году, а сейчас, скорее всего, мы видим их на пике. При этом важно заметить, что все эти сферы требуют больших инвестиций на открытие.
10, 20, 50 миллионов. То есть большой капитал идет в бизнес, небольшой остается на вкладах в банке, потому что это проще и безопасней. Отрасль детского образования скорректировала позиции, но это эффект высокой базы. В прошлом году они были очень далеко впереди. Люди все так же вкладывают деньги в развитие своих детей. Конечно, темпы рождаемости не предвещают ничего хорошего, но об этом говорить еще рано. Падение позиций мы видим в отрасли ритейла. На это повлияли и налоговые реформы, и развитие маркетплейсов. Кстати, маркетплейсов в нашем рейтинге нет. Эта ниша уже давно перегрета, условия для владельцев ПВЗ от года в год только ухудшаются, и работает эта история только в том случае, когда предприниматель захватывает территорию районами, при этом открывая в одном помещении ПВЗ разных брендов. Про общепит. Здесь мы видим, как крупные продуктовые ритейлеры забирают долю рынка у мелких кофеен и пекарен. Доставка и Dark Kitchen остаются актуальными, но на дистанции выигрывают те, кто сможет наладить доставку без услуг специализированных сервисов. А теперь давайте к более глобальным вещам. Проанализировав наш топ-100, мы видим главный тренд 2026 года. Это консолидация. На рынке остается меньше места для новичков. Лидеры рейтинга не теряют темпы роста и забирают рынок. И в 2026 году ситуация только усугубится, так как сильные бренды на фоне сложностей всегда крепнут. Они забирают себе все: лучшие локации, лучшие кадры и самое главное, у них есть деньги на федеральный маркетинг. И для вас, как для инвестора, это значит одно: если заходить в массовый сегмент, то только сильным системным игроком. Идти в молодую и перспективную сеть сейчас — это риск, который оправдан только в единичных случаях. Еще один тренд, который лично меня радует, это смена фокуса с продаж на LTV. Раньше франчайзеры гнались за количеством новых открытий, но выживают только те, кто реально вкладывался в развитие действующих партнеров. Рынок стал прозрачнее, плохие отзывы теперь не спрятать, а стоимость привлечения нового партнера стала просто космической. И лидерам выгоднее развивать одного партнера годами, открывая с ним 5-10 точек, чем найти 3 новых и закрыть их через год. Франчайзеры стали строже. Все больше и больше компаний проверяют ваш капитал, ваш бэкграунд и ваши ценности. Это наконец-то стало нормой. Если вас собеседуют, тестируют, проверяют, то это признак здоровой сети. И третий важный момент – это технологический разрыв. Лидеры топ-100 – это прежде всего технологичные компании. Те, у кого лучшая система аналитики, собственное приложение, CRM, ERP-система, нейросети для подбора персонала. Они выигрывают конкуренцию в операционке и оптимизации расходов. Итак, тренды понятны. Рынок стал сложнее, но качественнее. Но что нас ждет завтра? Я дам свой прогноз, какие ниши выстрелят в будущем. И первое – это услуги для старшего поколения и медицина. Демография – вещь упрямая. Частные пансионаты, патронаж, специализированные аптечные пункты, лаборатории у дома продолжат расти. Это вечные ниши, которые в 2027 получат новый импульс. Второй вектор – это детское развитие и образование. Родители могут экономить на себе, но не на будущем детей. Мы видим огромный запрос на технические кружки, языковые центры с элементами нейропсихологии и школы эмоционального интеллекта. В ближайшие 5-10 лет тема точно будет актуальной. И третий, самый технологичный тренд – это автоматизированный ритейл и услуги без персонала. Микромаркеты, автоматические прачечные, кофейни-роботы. В условиях дефицита кадров и роста зарплат бизнес, который может работать 24/7 без участия человека, станет вектором 2027 года. Главный совет: ищите франшизы с понятной юнит-экономикой и максимальной автоматизацией. Компании, которые дают вам полный IT-стэк. От нейросетей для подбора помещения до автоматического управления маркетингом. А если нет времени на поиски, пользуйтесь нашим рейтингом. Это просто и бесплатно. Там реально надежные и стабильные компании. Итак, на этом у меня все. Полная версия рейтинга с подробными цифрами в описании под роликом. Обязательно посмотрите ролик про то, где выбрать идею для бизнеса и как найти деньги на бизнес. Ставьте лайк, если вам понравился ролик. Удачи в выборе своей идеальной франшизы. Всем пока!